День добрый. Здрасте. Так, Московский проспект. Да, именно. На Московский, да, едем? Да, но можно мы вот сначала вот сюда вот в арочку? Можно в арочку, если она открыта. Так, а это мне встать и открыть, что ли, надо? Она же закрыта, здесь не проехать. Ну, встаньте пока. Я просто хотела, не знаю, как подойти с этим вопросом. Такая просто ситуация сейчас тяжелая. Я не очень понял, так мы не поедем? Да, подождите, я сейчас все объясню, ну, хорошо, и давайте. потом поедем. Ну, хорошо. В общем, ситуация очень тяжелая сейчас, вы знаете, у всех. И, в общем, не знаю, как вам это предложить. Но вот, у меня денег нету, поездку оплатить в том числе. Ну, вот. Начинается. Если нет денег, то так давайте не поедем просто и все. Ну, я вам хотела другое предложить, как бы могу вам оказать некоторого рода услуги. Какие услуги? Ну, интимного характера. Вот, там, ну, например, оральный, там, ну, в общем-то, все, что пожелаете. Просто, ну, на самом деле очень тяжело сейчас, и выхода другого не вижу. Подождите, стоп, что-то я вообще запутался. Как-то пережить трудности, если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси, временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас реально моментальные выплаты, у нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени. Всех приглашаем, все, кто нуждается, и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам, обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи! То есть мы никуда не едем, да? Вы все вызвали машину для того, чтобы предложить мне услуги? Ну, по сути, да. Обалдеть! Вот такое у меня впервые. Так, что-то я вообще нереально не понимаю. Ну, то есть я не понимаю, почему, даже если вы... Бля, я вообще что-то запутался. Что, так все плохо, что ли? Ну, на самом деле, все действительно очень плохо. У меня, как бы, 3 детей. И муж бросил, и я уже и так, и этак без работы осталась. Вот ищу все возможные способы решения проблемы. И пришла в голову такая идея, потому что деваться некуда. Да, я вот честно вам могу сказать, я даже не знаю, что вам сказать. Вот правда. Ну, я даже, у меня пока, я пока просто, ну, то есть вы понимаете, да? Я таксист, настроился на поездку. И мы заезжаем в какую-то подворотню, и мне предлагают интимные услуги. И я это самое... Слушайте, ну я вас не разочарую, это возможно потом и на долгосрочную перспективу, как бы. То есть это можно будет постоянно к вам обращаться? Ну, в общем, да. То есть... Прайс-то есть у вас? Ну, мне просто интересно даже. Ну, так я прикинула. Так. В среднем оральный, например, это 1000 рублей. Так. Дальше там уже в зависимости от ваших пожеланий будем решать. Ой, моих пожеланий. Да какие у меня пожелания? У меня пожелания, чтобы этот бардак скорее закончился. Да я работать уже начал бы нормально, как и все, и вы в том числе. Но я не моралфак, мне вообще это до лампочки. Но я, честно говоря, пока даже... Я просто... Ну, вот сейчас, я могу честно сказать, я реально не готов. Ну, просто я не был готов к ситуации, да. И да не то, что даже, я вообще херню молочу, я вообще как бы... Ну, это... Блин, я не знаю. Во-первых, я женат. Ну, то есть, это во-первых. Ну, это же не такая большая проблема, как я понимаю, в данной ситуации для наших мужчин. Не, ну, мужчины все бывают разные. Я только-только наладил отношения с женой. Вот только-только. Мы с ней разошлись, 1,5 года не общались, и только-только наладил отношения с женой. И я вообще не готов этим всем рисковать. Это первый момент. Второй момент, даже если бы у меня не было жены, ну... Нет, ну давайте я не буду лукать. Возможно, если бы у меня не было жены, может быть, я и обратил бы на ваше предложение внимание. Но сейчас мне кажется, что это немного не вовремя. Вообще, конечно, это тяжеляк такой. Но, блин, я не знаю, что вам сказать. Вы подумайте, потому что предложение мое в силе. Вот сейчас как бы я готова, свободна для вас. Пожалуйста. Блин, не знаю. Просто жить-то очень хочется и хотя бы как-то зарабатывать. Я понял, а вы много уже вот так вызывали такси? Ну, несколько раз было, да. И мне просто интересно,
если, ну, пользуются, да? И... Ну, некоторые, да, соглашаются, как бы, и очень даже довольны. Ну, меня извините, правда, нет. Ну, вы меня, это ни к вам никакого отношения не имеет, что вы там симпатичные, не симпатичные. Вы очень даже симпатичные, но я не готов, честно. Ну, правда. Ну, то есть я просто залип, получается, на подачу, как бы, ну, и, собственно говоря, мы тут просидели, да, и ничего не это. Ну, вы подумайте на перспективу. Я подумаю, хорошо. Там, мой же есть у вас, ну, вот при заказе он, да, ну, хорошо, я понял. Если мало ли вдруг думаете... Хорошо, я понял. Может быть, у вас есть кто-то, кто будет согласен. Ну, правда, выхода другого нету в этой стране. Я вас услышал, как говорят. Мне, правда, очень стыдно. Я вас понимаю, я понял. Я поеду работать, хорошо? Да, конечно, вы простите, что я вас так... Да, ладно, бывает, хорошо, без проблем. Я прям все понимаю. Вам спасибо. Да, извините счастливо. Еще раз. Угу. Блин, а стучать-то так зачем? Ну, давайте, я хочу от вас, я обязательно это выложу, я хочу от вас эмоции, как у меня. Она, кстати, очень даже ничего, я вам могу сказать. И если бы я не был женат, я бы еще подумал, но меня смущает, кроме того, что я женат, один момент. Когда тебе вот рассказывают такую, ну, вот как бы слезливую историю по поводу того, что все плохо, что денег нет, 3 детей, муж бросил. Как заниматься сексом в этот момент? Бля, я буду думать вот об этой социальной какой-то, ну, социальной какой-то жести. И просто я думаю, что я буду... У меня будет половое бессилие просто. Мне будет просто жалко человека шпилить. Потому что я буду понимать, что он как бы в такой ситуации не очень хороший, а я его еще и шпилю. Ну как бы, бля, мне кажется, что это вообще жесть. Итак, чуваки, я бы мог бы здесь сказать, что кому интересно, могу написать ее мобильный телефон, но это уже будет как сводничество и сутенерство. За это у нас статья, поэтому не напишу я никому ее мобильный телефон, но ситуация, конечно, бля, ну я не знаю. Ну, залип на подачу, как бы, а так, собственно говоря, и что-то новое узнал хоть. Что-то новое узнал. Это жесть. Это... Я еще тут вот о чем подумал. Хорошо, что еще... Ну, то есть, что может быть хуже данной ситуации? Меня бы вызвал мужик и предложил бы то же самое. Вот это было бы, я понял. Ну, он типа сказал, бля, работал на заводе. Завод закрылся из-за эпидемии. Вот теперь не знаю, что делать, готов оказывать услуги. Я типа, какие услуги? Муж на час? Что, ремонт? Какие? Да нет, вот оральный секс-рубль. А там по вашему желанию. Вот тут бы я, конечно, присел. Хотя куда бы я присел, я и так сижу. Ну, наверное, я бы охерел тут, да. То есть, поэтому это еще не так все и плохо. Пишите, друзья мои, на что вы готовы в данной ситуации? До какого дна вы готовы опуститься? Ну и вообще, что делать? И вообще, как вы оцените эту? Ну, с одной стороны, я реально ее понимаю. Если бабок нет, вариантов нет. Но с другой стороны, да, это типа, блядь, по моралке это все неэтично и все остальное. Ну, блин, когда тебе нужно кормить там 3 рта, да, тут этично и неэтично, как бы, ну, блядь. Жесть. Пишите.